Всем привет, дорогие друзья! С вами Хвастовство. Это шоу юмористического характера, которое поможет вам получше узнать и так хорошо любимых героев. И никто иной, как Данил Ишутин будет нашим первым гостем. Хо-хо, Сашка! Привет! И очаровательная Екатерина. Привет! Привет! Обнимаем. Все втроем. Так, ну что ж, присаживайтесь, тут как хотите, все. И мы начинаем. Рассказывайте, как добрались, как вам Киев? Был уже здесь? Ну, пару разочков заезжал сюда, да, здесь красиво, вот, нравится мне Днепр, все симпатичненько, вот, добрались на поезде, чух-чух. Жил бы здесь? Жил бы, Жил бы? но во Львове лучше. Вот так вот. Киевляне, no offense. Екатерина, как тебе? Тоже очень здорово, но Львов ничего не заменить. То есть Львов уже, ты вот переехал оттуда из другого города, насколько я знаю, да? Да. И настолько тебе понравился менталитет? Самый мой и всё? любимый город Львов. Львов? Да. Почему? В чем тебе что нравится? Он очень душевный, атмосферный. Там кофе пахнет шоколадом и вином. Что из этого больше всего тебе нравится? Кофе, шоколад Кофе. или вино? Вино. Кофе. То есть тут как бы то, что хотелось бы представить публике, а тут правдивая информация, правильно? Нет, кофе, конечно. А кофе без вина, как известно, деньги на ветер. Все верно. Ну что, вот у вас тут зимний период начался, холода. И вы гуляете по уличке там? Слегка. По Львову-то? Ну в этом По Львову. вся Ну, суть, на что- самом деле, вот реально, что я люблю больше всего во Львове, так это ходить по улочкам, наслаждаться архитектурой города. Это мне приносит реально удовольствие. То есть вот сколько я путешествовал, да, много где побывал, хотя хотелось бы, конечно, побольше. Вот. И с каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я просто нереально кайфую, я хожу, наслаждаюсь реально по улочкам. Сейчас, конечно, холоднее гулять, не так кайфово, но тоже. А наоборот, морозный воздух помогает вам там внутренний все организмы. Ну, худеть. Скоро там поставят Может быть. этих палаточки, вот, снежок выпадет, и будет Глинтвейн. такая, да, с глинтвейном, будет атмосфера глинтвейновая. В Киеве так не погуляешь, на Троещину выйдешь вот так вот по улочкам погулять и, может быть, не вернешься. Поэтому, А да. почему? Ну, потому что могут такую красоту и украсть себе. Понимаешь? Троещина. Да, запоминай места, в которые Это они для хороший район. посещения обязательны только в компании. Но в Дании там тебе страшно не будет, сама лучше не ходи. Хорошо. Вот, вижу, ты новую прическу сделала. Как это происходит? Ты специально для шоу подготовилась или что? Это происходит не специально на самом деле. Это все чистая случайность. То есть пришла к парикмахеру и такая, новую прическу, да? Да, и он говорит, 7 лет будешь растить волосы. Я то же самое делаю парикмахеру, говорю, новую прическу. Нет, да. Кончики подровняйте, пожалуйста. Смотришь, а все то же самое осталось, да? Да, Фигура не говорю, старая, а что это? Он говорит, ну, типа, прическа льва, потому что вы во Львове живете. Правильно. GGBet. Здесь собрана вся информация о том, что нас с вами интересует. Самые актуальные матчи, их прямые трансляции и прогнозы на исход всех киберспортивных событий. GGBet является титульным партнером таких организаций, как DreamHack, Na'Vi, Nord. Помимо поддержки больших турнирных операторов, GGBet занимается развитием киберспорта и очень часто спонсирует турниры Tier 2, Tier 3 уровня. Также по промокоду «Хвастовство» вы получаете 100% на бонусный счет при депозите до $100. Ну, чем сейчас занимаешься? Вот уже как полгода ты там между какими-то коллективами стендынешь, а в целом-то? В целом играю по 10-15 игр в день, кайфую уже определенно долгое время. Вот, стендынил, потому что, ну, я очень скучаю на самом деле по компетитив доте, и хотелось бы играть именно в компетитив доту, вот, потому что играть в матчмейкинг мне вообще не особо доставляет. Вот, я думаю, в принципе, всем так. Вот, как-то так. Еще мне носочки мама подарила с Санта-Клаусом. Покажи, да, вон. Видно, да? Вот носочки, да? Они помогают тебе при игре в доту? Ну, вчера выиграл много, но напоследок на ночь я проиграл 4 в игру в одну, поэтому
как бы, на вечер, вернее. Тебя это расстраивает? Немножко расстраивает. Ну и ты на Кате, да, срываешься, в итоге приходишь и говоришь, что, я из-за тебя в доту проиграл. Нет, это если она проигрывает доту, тогда я получаю нормально. Это неправда. А ты Я прям... могу только на тиммейтов ругаться, и то так спокойненько, знаешь. Тварь! Я прям представляю, тварь! Ну а как, Ну, вот так твой мило. главный тиммейт? Да они со мной никогда не играют в пати. Это Он говорит, правильно. что это пустая трата времени. Ну это, понимаешь, ну, для него это все же работа, а для тебя это хобби. И нельзя совмещать, а то на этой почве можно много конфликтов Согласна. да, возыметь. То есть ты понимаешь его, да? То есть ты не Конечно. ревнуешь к тому, что он Нет. вот кучу времени проводит за компьютером, Нет. там, а тебе скучно наверняка одной. Нет, мне не скучно. Я тоже геймер, я люблю читать. Я мог бы снять помещение какое-то или где-то проводить кучу времени. Тогда бы просто возвращался домой, мол, типа работа и не работа. Ну, а Ну, так, так вы в проще. одной комнате, да, проводите время? Да. Да, я смотрю, там покрикивает за компьютером, знаешь, такой же спокойный, Я рядом. знаю, я периодически, если мы сидим, общаемся и слышу твои вот эти вот крики. Мои? Да ты, Мои? да, твои. Это было один раз, когда в пабке я играла, потому что ну, там реально тебя могут подстрелить, а ты даже не ожидаешь. Сидишь где-нибудь, Тебя могут подстрелить, а ты не ожидаешь. ты в избушке заныкался, и тут тебе прилетает просто. Конечно. Вот они, сложности семейной жизни, понимаете, 2018 года. Ну хорошо, вот несколько было команд, да, там Secret, Lithium, Flight to Moon уже, да, там кого только не было. За кого тебе больше всего понравилось играть? Не в обиду всем, за Secret понравилось больше всего играть. Вот. Удивительно. Ну, всего мы игр 5 вместе сыграли, получается. 3 официальных, 2 КВшки. Что-то такое. То есть особо не готовились, да? Мгм. Ну и в целом, ты скучал за Пупеем пообщаться? Я вообще с удовольствием тоже сыграл за него. Мы, как бы, я знаю результат заранее, какой был бы, но все равно эмоции получили. Ну, конечно, то есть воспоминания сразу нахлынули, скажем так, ностальгия, все дела. Вот. Но Пупеха никак не изменился. То есть в этом плане он красавчик. С всеми команды ты стой, ты проходи. Ну, почти. Есть вещи, которые никогда не меняются. А вот смотри, ну турниры какие-то там ты посетил, но не особо удачно все вышло. Какие-то были ожидания или просто, то есть... Не, ну, конечно, то есть когда с Lithium согласился поехать за них поиграть, то я думал, мы получше, конечно, выступим. Что там, мы топ-6 из топ-8, скажем так, ну, не особо удовлетворительные результаты. Вот. Но определенный какой-то опыт я получил, посмотрел, как ребята играют, как общаются, то есть какие-то у них тоже фишечки подчеркнул, поэтому я, в принципе, доволен. Съездил в Стокгольм. Единственное, что, конечно, мы не гуляли особо по Стокгольму, погода была не самая, скажем так, хорошая, холодно было. Вот, сидели в основном в практис-руме, поэтому ну, я доволен все равно. Ну, зимняя Швеция это такое себе, да. Зимняя Швеция — это борода. Так. Но еще, конечно, да, начало только. Ноябрь. Еще Да, не зима вроде бы. Сидишь там, света 2 часа в сутки, то есть ты просыпаешься, темно, потом сидишь, играешь, светло становится там на пару часов. Что потом правда, это включаешь, правда, реально. И опять темно. И, по сути, вся поездка проходит в темноте для тебя. Свет ты можешь увидеть, если там в ангаре окошки маленькие, ты через них там что-то хоп, подсмотрел, поэтому Швеция это сложно. Ну а ты, Катя, как ты вот относишься к путешествиям постоянным? Что ты делаешь, пока он вот это вот своими компьютерами Ой, занимается? ты знаешь, мне очень нравилось, когда Даня был на буткемпах и уезжал на турниры, потому что Почему? в этом есть свой плюс. Я Что? тебе расскажу сейчас. Такая, знаешь, маленькая хитрость. Даня уезжает, и вот он приезжает, и я знаю, что у нас есть 2 недели, у него следующий турнир или следующий буткемп. Времени на ссоры, на скандалы, на истерики нет. Есть время только, чтобы узнать его новости, рассказать ему свои новости, и это такое очень насыщенное время было. А сейчас засиделся. В смысле засиделся? Да меня вообще дома нет. Ну, То есть, ну, в целом, правильно, шарм вот этих поездок был Да. в том, что время начинаешь Да. ценить совместное. да. А сейчас вот это постоянно просыпаешься, он все время рядом, да, своим на инвокере своим играет, да, не Да, дает тебе. Да. Не На в руки, да. верхний мид ходят. Ну, я выиграл. Хорошо, давай поговорим немножечко о грустном. Нави. Такая команда у нас есть в СНГ регионе. Почти 8 лет, да, ты провел там, в этом составе? Как ты вот уход твой, как ты ощущения, обидно, не обидно, Ну, рад ли ты этому? Может я быть? все еще в Нави. То есть я не в составе по доте, но в Нави. Ага. Вот, официально. И Вроде чем бы. ты занимаешься официально? А официально я играю в Доту 2. Понял. Не, ну как? Да нормально.
Вот. То есть ребята хотели строить команду от капитана-лидера, соответственно, взяли Акбарыча, вот, но Акбарыч выстроил состав такой, какой хотел. Ну, молодых Я, своих друзей. в принципе, ничего против этого не имею и желаю им удачи и все такое. Следишь за их играми? Ну, поглядываю. Не все, так скажем, смотрю подряд, но смотрю, да. Интересно порой. И как? Вот, сейчас хорошо. Вроде неплохие Как Magical результаты. справляется? Нормально, молодец. Он видно, что набирает, быстро схватывает. Вот. Ну, там Прогрессирует. Есть кому делиться опытом, вроде да. Посмотрим, что сейчас будет. Ну, а вообще, расскажи ощущения. 8 лет твоей жизни были потрачены на эту команду. И вот хоп, и все. Я тоже мог бы немножко поделиться, но уже у меня отлегло, там, 3 года прошло. Вот. А так-то ты, то есть, опять же, какая-то неопределенность. Да, ты можешь больше времени уделить своей там, игре в пабликах и вообще подготовке и личному скиллу. Но все же хочется-то играть в команде, хочется кататься на турниры. И там... Ну, соответственно, я над этим сейчас, скажем так, активно стараюсь работать. Вот, я хочу найти место, в котором мне будет комфортно и интересно играть. Ну, а звали в какие-то команды тебя? Да. Ну, я же не отрицаю тот факт, что, возможно, это и Нави будет, в конце концов. Никто же ничего не знает. Вот вам и новости. Звали и в команды звали. Вот, в основном зовут организации вот, какие-то. Почему-то. Вот, почему, не знаю, но догадываюсь. Да, есть предположение. Но основная сложность — это, конечно, найти или сильный состав, или сильных игроков. Вот. Это основная сложность. Так как моя ценность, она немножко подпросела, последние 2 года результаты неудовлетворительные, не попали 2 раза на International, вот, то надо свою ценность как-то поднимать, чтобы в глазах других. Ну да, это сейчас, ну не сейчас, это всегда была такая проблема, что кто-то мнение навеял, и уже все за ним ведутся. Но 14 лет опыта в доту как бы никуда не деть. Согласен. Ну вот сейчас матчмейкинг, топ-1 станешь, и все. Ой, насчет этого я не уверен, потому что мне не хватает терпения. Банально терпения не хватает. Ну, извини меня, тут без терпения никак. Ну, где-то да. Какие, на Ми поиграешь? На Ми поиграю. Вот, видишь, на Визаже играю. На Хускаре играю. На Бруде играю. Тупо тварь. Ну вот новый патч вышел. Сколько уже? 2 недельки прошло? Какой 2 недельки? Неделька прошла? 3 дня, по-моему, или 4. Прошло. Ну, у меня время летит, знаете. Ну, может 5, да. И у меня тоже так летит, что я не замечаю. Вот я вытянул тебя из мира доты на денечек поболтать. Вот, расскажи о новый патч. Какие вообще впечатления? Что тебе нравится, не нравится? Какие впечатления? Нравится мне, что Рубик на центре очень нормальный такой герой, уверенный. Вот это мне очень доставляет. Он реально очень сильный. Вот, его еще как раз-таки небольшие бафы сделали именно в сторону кор-позиции. Это мне очень нравится. А так, вот заметил, что рулят те герои, которым ты собираешь или по 3 брейса, или по 3 брейсбенда, или по 3 нуля. Вот. Ну, там, вот тот же Рубик, например, ему 3 нуля, вот так вот. 3 брейсера какому-нибудь Бристолбеку тоже нормально. Вот. Ну и всякие такие вот героичи. А так, ну, надо привыкать, смотреть. Интересный патч. Ну, вот сейчас будут уже квалификации там на ВЭСК, на мажор, вот скоро начнутся, послезавтра уже. Я вот смотрю какие-то компетитив игры сейчас на этом патче, что-то мне вообще непонятное ребята берут, вот, абсолютно все. Единственное, что вот Нави, вот как раз-таки, я их игры смотрел на Мегафон Баттл, по-моему, да? Наверное. Винтер Баттл, ну что-то такое, короче. На турнире. Да, на турнире смотрел их игры отборочные, и вот они неплохие герои брали, реально сразу видно, что как-то к патчу чуть-чуть присмотрели. Ну так они сразу на буткемпе сидят и сразу же начали обучать. А ты, Катя, как тебе патч? Расскажи. А то его мнение, конечно, я очень люблю Виверна играть в последнее время. Я у Дани спрашиваю: Дань, какой сейчас метовый саппорт? Даня мне нарисовал 3. Я из его рисунков только Виверну отгадала. Нарисовал. Я видел эти картинки, да. Я думаю, мы и вам их покажем. Вот, довольно неплохо получается. Там Виверна еще очень похожа на... А я сразу не поняла. Даня меня потом отругал за то, что я выставила. Там Виверна с яйцами была просто. Да. Я не разглядела, я разглядела дракона. И получается, вот, я начала играть на Виверне, и из-за того, что там добавили ландшафты, я просто, ты знаешь, первый скилл включаю и улетаю. Вот развожу врага, но он меня найти не может просто. Мне очень нравится то, что ландшафты так сделали, что
для Виверна. Улетаю. Улетаю просто с Лайной, и он такой... С Лайна улетаю. Мой керри один. А я лечу. Очень мне нравится Виверн. Ну, ты делишься с Даней каким-то опытом? Как она по клифам уворачивается. Конечно. Я ему один раз посоветовала взять, я не знаю, это как герой произносится, это очень сложный герой. Да, знаю. Вот, он туда очень заходил, но Даню Лину взял. Все равно выиграл. Кстати, реально совет зашел. Я такой, что взять? Я сижу, паникую, не могу придумать. Вот это вот бери. И беру Лину, и она такая... Я смотрю, реально заходит, вот просто идеально он заходил там. Ну, видишь, научилась чему-то. Так что чаще прислушивайся. И вы, дорогие друзья, прислушивайтесь к своим женщинам, к своим женам, девушкам и так далее. Вот. Они ничего плохого не посоветуют. Ну, за редким исключением. Хорошо, немножечко уйдем от мира доты. Расскажите, вот наверняка интересно, да? Вот вы такая прекрасная пара, вижу, что вы прям друг рядом с другом сидите. Вот, да. Чувствуется энергия совместная. Как вы познакомились? Давайте начнем издалека зайдем. В интернете. В интернете. Это Да. сейчас в современном мире, в интернете, конечно, это что-то новенькое. Мне вообще сложно, наверное, по-другому как-то познакомиться, потому что где я бываю? На турнирах и дома. В магазин ходишь. В магазин хожу. За Ну и там кофе. по дороге. За кофе, за вином, да? За глинтвейном. За глинтвейн. Пьешь Это глинтвейн? компот, ребята. Знайте, это не алкогольный. Есть напиток. безалкогольный глинтвейн. Безалкогольный глинтвейн. Но ты, судя по тому, что ты о нем не знал, то, наверное, не было и особо. Ну вот видите как. Ну, на самом деле все они такие. Говорят, что нет, а на самом деле... Ребзи пить вообще плохо. Разрушает клетки головного мозга, шпилить не сможете нормально. Это все, чем опасен алкоголь. Так что да, думайте. Ну хорошо, в интернете познакомились. Давай, Катя, у тебя спросим, потому что он сейчас будет эти какие-то рациональные фразочки. Да, ты... да, мы познакомились ВКонтакте. Ну а ты как кто выступала? Как фанатка его или сразу пришла ему и сказала так? Нет, ты знаешь, это все было... Мы сидели с подругой во дворе и смотрели смешные видео. Она очень любит смешные видео смотреть. И в этом паблике попалось видео. Я с 2012-го начинала играть в доту. Но я не знала про профессиональную сцену вообще. Само собой. Да и действительно, я геймер, я как-то так все тестировала, и я отвлеклась. В общем, мы сидели во дворе и смотрели видео. И там было смешное видео, которое называлось «Смешные моменты с Дэнди», что-то такое. Мы Есть кликнули, такие. посмотрели, я говорю, ой, какой красивый. И сразу Google Дэнди. И вот это Данина страничку ВКонтакте. Все, ему привет. И ты подружку за волосы, да, сразу хоп, чтобы никаких конкурентов у тебя не было, и пошла. Вот, и все, написала Не привет. отрицает. Даня мне не ответил. Ну, я думаю, ну, Удивительно. у нас таких, как Даня, каждый второй в Москве ходит, подумала я, и ладно. Все. До сих пор такого мнения? Ну, Конечно, что поделаешь. нет, Он такой один? да. Но как ты поняла, что он твой единственный? Ты продолжила писать? Нет, просто Даня потом мне 6 месяцев спустья ответил, и как-то у нас наладилось общение. Не поверишь, у меня с ним точно так же. Я ему пишу, Даня, у нас тренировки там в 7 вечера, ну через полгода, хорошо, Саня, бегу. Такая же ситуация, поэтому тут ничего нет нового, да. У меня ВКонтакте 99 тысяч, по-моему, сейчас висит сообщений непрочитанных, ребята. Так что, ребята, не могу прочитать. Не скорее справляюсь, простите. У вас еще есть шанс. Спустя полгода он вам ответит. Вот. Тут уже Катя, скорее всего, как-то пресечет все ваши попытки, но как знать. Ну и что дальше? Ответил тебе через полгода. Да, мы начали общаться, и я первая полетела во Львов. Я сказала всем своим друзьям и родителям, что я лечу на выходные в Питер, потому что тогда там... Вот как. Да, Обманщица, получается. да, обманула. А ему хоть сказала, что ты во Львов летишь? Да, конечно. Интересно. А то так бы, знаешь, ты стоишь под подъездом, он тебе через полгода Меня отвечает. на границе спрашивают, а вы кому летите там? Я даже я не уверена, что Даня меня придет встретить в аэропорт. То есть, Да, я ну, не есть могу. такой шанс, да? Вдруг там, я не В знаю. доту на Бристол-Бэке. И меня там... Игра затянулась, да, и И я спрашиваю, я еду к другу, говорю, хотя не уверена, Друга, она что... говорит, жениху сразу. Я, например, когда в Москву, я говорю, к жениху, они сразу проезжайте. Вы из Европы, вам можно. Вот. И что, встретил? Встретил, да. И ты поняла, что это оно? Нет, я... Ты поняла, что это не оно? Да. вот как. Да, ну прости, ну правда, что так было. В общем, Вот сейчас подробности Раз слышу. открываются.
А вы об этом никогда не говорили, да? То есть я Нет, первый почему? Тогда я буду семейным психологом. Я приехала, познакомилась с Даней. То есть я вообще изначально не рассчитывала ни на какие отношения. У нас было абсолютно дружеское общение. Само собой. Ну, честно. И получается, я сомневаюсь. приезжаю во Львов и убеждаюсь, что да, отличный друг Данил. Все, оно так и было. Вот. А потом Даня уже приехал в Москву и завоевал мое расположение. Дань говорит, что я ЧСВ, и что все девушки ЧСВ, но... Но тут не он один так считает, это общепринятое мнение, понимаешь? Современные Это девушки. неправда. Ну, знаешь, вот ты вот в Инстаграме сидишь в своем, да? Да. Ну, не ты, я тоже сижу, и он сидит, все мы сидим. Вот, и там сразу написала там бьюти-блог свой, написала хоп-хоп-хоп, и уже как бы появляется это ЧСВ. А раньше откуда ему взяться? Вот это доишь ты корову, и откуда ему взяться? Все, что ты делаешь. Моя корова краше, чем твоя, например. Молоко у нее отборное. Есть ЧСВ? Там Это ты с мужиками так разговариваешь? Там вкусно. Моя корова краше, чем твоя. Так, тот самый. Какой-нибудь там было, что... Смотри, какой я столько сена наметал. Типа, твой в подметке не годится. Вот она. Полюбас. Старорусские челленджи Да. среди девушек. Ну хорошо, и вот ты решила спустя какое-то время переехать во Львов. Абсолютно другой для тебя город, другая вообще страна, менталитет, язык. Ты же украинский не знаешь, наверное, да? Уже... Ну-ка, давай. Ну, что я могу сказать и тобі? Сказати. Сказать тобі? Ладно, вырежем. Я можу Виріжете. спілкуватися українською мовою. Это если ты так во Львове придешь в магазин и скажешь, что Як тебя тобі не топором соромно? оттуда уберут. Во, як тебе не соромно, это уже лучше. Ну хорошо, вот предположим, да, когда уже, сколько вы вместе? Где-то около 2,5 лет? Ну, до 2015-го. Как раз, когда меня уволили, все пошло, да? Ладно, шутка юмора. Ты переехала во Львов в итоге. Да. Что там делать? Вот у него тренировки постоянные, турниры, там какие-то поездки. Вот чем ты занимаешься? Я даже вот не помню, как я вообще переехала во Львов. Вот действительно не помню. Помню, сначала так приезжала погостить, а как-то так очутилась, потому что я живу. уже. Глинтвейна напилась. Ничего не помню. Я осталась. Да. Чем я занимаюсь? Ну, ты же знаешь, что у Дани есть сестра Катя, предприниматель. Догадываюсь, да. Да, и вот у нее есть куча разных проектов. Я все время стараюсь ей хоть где-то как-нибудь помочь. Ну, например. Сейчас я очень увлеклась сайтом, это рекламировать нельзя, наверное, да? Ты можешь делать все, что хочешь. Сайтом, Катиным проектом «Золотые руки». Золотые руки. Да. Катя плюс Катя, золотые руки. Так что, Там ребят, следите за этим. Большой Плюс Данины грабли. хендмейд портал. Золотые руки и Данины грабли. называется. Золотые грабли. Финализированный проект. Вот, и сайт, где хендмейд товары расположены. Я плохой, я как не могу рассказать. Все, тогда и не надо. Не Шикарная говори. реклама. Да. Вы поняли, все, золотые руки, Золотые грабли, Да. все это есть. Хорошо. Увлеклась этим проектом, мне он очень нравится, радует. Отлично. Главное, что мы поняли, о чем он, и мы можем в деталях все это рассказать. Дальше. Слышал я, ты занимаешься конным спортом, да? Регулярно вижу у тебя какие-то Ну, истории. конный спорт — это, наверное, когда соревнования и турниры устраивают, Ну, а я да, больше логично. как любитель. Да, я Что ты просто катаешься на лошади? Да, ухаживаю, катаюсь. А как ты с ней вообще списалась, с этой лошадью? В интернете? Да я всю жизнь любила лошадей и думаю, так, я переехала во Львов, мне надо найти здесь конюшню, потому что я должна найти себе конюшню. Вот, и так и вбила конюшню во Львове. Мне там выдало, я Должна выбрала. найти во Львове конюшню. Квест. То есть ты переехала, по сути, ради конюшни? Конечно, нет, у нас же тоже были конюшни. Просто я переехала и поняла, что мне здесь не хватает конюшни. Надо Ты ради меня переехала. Какой конюшни? Ну, Хотя кого я тешь обманываю? себя, тешь себя. Хорошо. Конюшни конюшнями. Лошадь вот у тебя, ты нашла ее. Это ваша лошадь или арендуете вы ее? Да, это была наша лошадь, но мы ее продали. Чего? Потому что, чтобы содержать лошадь, нужно очень много времени. Вот это мы следующий вопрос. Содержание лошади. Да, содержание лошади. Как ты пришел к тому, что вам нужна лошадь? А у нас договор был. Я выиграю International и куплю тебе лошадь. Ну, и уже же выиграл, да, получается? Ну, получается. выиграл. Это как, знаете, современные брачные договоры. То есть, грубо говоря, ну мы все поделим с тобой, поделим. Мне там 99, тебе что-то достанется. Так и здесь было. Ну ты же выиграешь International, тогда подаришь мне лошадь. И потом оказывается, что он уже его выиграл, а его и приходится покупать. Ну и что, вот сразу пошел. Сколько стоит лошадь? Давайте такой вопрос ненавязчивый. Не знаешь? Ну ты наверняка знаешь. Я знаю. Сколько стоит лошадь? Мне просто интересно, я думаю, что ни у кого Смотря из какая. зрителей
Да, сколько стоит ваша лошадь? Ну, наша кобыла была из деревни, она стоила $1900. 1900 долларов? А, я думал, там сотни тысяч. Так я могу... Чё гонишь? Ну, я знаю, там Я эти сразу скакуны, там Ну, все... вообще, так наверное, это есть уже такие. породистые, да, они там от $1 000 000, наверное. От $1 миллиона? Мне кажется, они очень дорого стоят. Породистые, в скачках, которые участвуют, приносят. То есть у вас был Выиграл Ланос, интернешнл, купил породистую лошадь, повесился. получается? У вас был Конец Ланос истории. среди лошадей, а можно купить там Бентли себе, да? Да. Но и ты все равно за этим Ланосом, как порядочный подмастерье, Конечно, я ее обожаю. шины драила, там все, Да. копыта, эти, как подковы меняла, там ей все расчесывала ежедневно, Да, яблочками кормила. да, какашки ее Яблочками. погребала. Она меня так яблочками не кормила, как эту лошадь. Ну и ты как бы Не лошадь. Да. скакун. Это уж мы не знаем. Я вот рад искренне, я думаю, и вы, дорогие друзья, тоже, потому что Даня вот, он очень скептически относился, и тут вот нашел свою избранницу. Это прекрасно. Вернемся к Доте. Поговорили мы о лирике немножечко. Не хочешь вот что-нибудь поменять? Все, бросить эту игру, там, заняться, я не знаю, поделками из дерева, либо конным спортом, например? Ну, на самом деле, очень много чем можно заняться. И касаемо киберспорта, да и в принципе и вне, вот, и вариантов достаточно. Я Но не сомневаюсь. душа лежит, хочется очень побед, хочется побеждать, хочется быть лучшим, вот, и к этому стремлюсь и работаю в этом направлении. А вот какие-то есть там, да, немного негативных отзывов за последнее время. Ну, оно все связано с результатами, само собой. И ну, какие-то там дают советы некоторые люди. Допустим, пересесть там на саппорта или там на какую-то на оффлейн позицию. Много ж мы мидеров знаем, которые пересели на оффлейн. И у них у всех довольно хорошо получается, и все они в топе находятся. Вот. Что у тебя были мысли по этому поводу какие-то? Да, я думаю, пересесть, в принципе, на другую позицию не является такой большой проблемой. Понятно, что надо будет просто потратить какое-то определенное время, там, месяца 2, не знаю, 3, чтобы, ну, наиграть на этой позиции, каких-то героев наиграть и так далее. Ну и, в принципе, все. Вот. Но тебе этого не хочется? Я не горю желанием, но я могу спокойно играть, я думаю, на какой-то еще позиции. Вот, допустим, 4 мне симпатична, 5 возможно, вот, возможно, на 3, на единице вряд ли, потому что мне скучно. Согласен, это дело не... А сейчас еще душат всех этих... Еще и душат. Сейчас да. туда вообще ходить не стоит, я тебе на собственном примере могу... В прошлом патче Terrorblade Phantom Lancer, я уже начал под конец патча ими играть чуть-чуть. А что поделать? Надо? Да. Ну, для себя и посмотреть, понять, вот. И понял, что, ну, не мое, реально скучно. А в этом патче какие кэри? В этом не знаю еще, будет видно. Хорошо. Вредная привычка. Давай мы вот сделаем так, немножечко переформируем. Катя расскажет о твоей вредной привычке, а ты о Кате. Дань, давай ты первый. Вот такую подставу тебе вырыли. Надо подумать. Какая у тебя вредная привычка? Нормально, нормально. Сейчас мы Причем не все, свои. я тебе сейчас все припомню. Погоди, не Ладно, зря, хорошо. не зря пришли. Не будем сейчас семейный раздор. Вспомни свою. Вот от какой бы ты хотел избавиться вредной привычки своей? Вот самую такую, вот, что ты понимаешь, что, блин, вот, надо с этим бороться, но там получается или нет, это уже мы узнаем. Так, сейчас давай подумаем. Возможно, сидеть допоздна в доту играть. Надо все-таки режим такой более здоровый. Вот. Сейчас-то уже, да, уже спинка болит, все вот тот самый. Да нет, пока нормально Болит? все еще. Чувствую себя уверенно. Вот. Колесо можешь бахнуть еще? Колесо могу. Да. Тут маловато места, я так Началось. стремаюсь. Мы потом сделаем. Колесо могу легко, конечно. Ну, вот, кроме этого ничего нет. Все, идеальный ты человек. И Да нет, ну, спортом надо тоже заниматься почаще. Вот, физкультурой, все такое. Я это все время говорю, но сам не всегда делаю. Вот. Я думаю, ни один такой, как бы не буду так, это сейчас намеки какие-то пальцами тыкать влево, во все вправо. стороны, да. Хорошо. Екатерина, Да. твоя вредная привычка. И... Мне кажется, мне надо меньше лениться, надо больше активности проявлять во всех отношениях. Тоже рано вставать, раньше ложиться, успевать больше делать. Повторюшка не могла ничего своего В придумать. следующий раз ее первую А возьмем. что ты сказал? Ты не то сказал. Хорошо, у каждого из нас так или иначе есть кумир. Пусть это не в традиционном понимании этого слова, да, какой-то пример для подражания или тот человек, который вас чему-то научил или вдохновил. Катя, есть ли у тебя такой человек? А точнее, он у тебя в любом случае есть? Жду, слушаю.
Ну, я вот не знаю, на самом деле, есть ли у меня кумир. Ну хорошо, не Не было сотвори человека. себе кумира. Хорошо, это сейчас вот эти цитаточками не надо. Но есть же человек, который, вот ты смотришь на него, блин, вот хочу быть как он, или там, вот этот поступок классный, хочу делать так же. Нет таких людей у тебя? Я никогда не задумывалась над этим. Мне кажется, что у каждого человека есть что повзаимствовать. Вот. Ну, вот ты у кого-то что-то брала когда-нибудь? Какие-то качества? Да, наверное, наверняка. Я вот стала более добрым человеком благодаря Дане. Вот и Даня, на кумир самом деле, да. нашелся. Даня — это сама доброта. И вот неоднократно, Не дай бог мне в пабликах попадетесь. если не считать паблики, там ругается до всех. Ну вот для тебя. Да. Даже убрать дотерский мир полностью, а вот в человеческом понимании. Брюс Ли, будь водой, мой друг. Ты становишься водой постепенно. Я уже думал, я водяной, я водяной. Вот, если хочешь, попей водички, и тут чашечка Омана на тебя взбодрит. За ваше здоровье. У тебя, кстати, Это тоже вода, да. есть там водичка, если хочешь, Ой, да. попивай. У меня тут другая. Это именно вода, ребята. Тоже есть там, да, что-то. А сейчас рубрика от нашего партнера АКС «А ты хорош». Посмотрим на экран, что мы увидим. Пишет нам некий Ярослав Кузнецов. Пишет, блин, у Дэнди 602 ранг в доте. Кек, так, ты сейчас молчишь, я читаю, а потом ты будешь рассказывать, оправдываться. Нет, я не фанат ММР, считаю, что циферки и ранги — это все ерунда. Но все-таки мидеры из топ-команд ломают паблики ногой, поэтому у них всегда ранги в топ-50, ибо они просто бомбят паб без проблем. 602 это как-то даже не солидно, что ли. Хз. Можно отвечать? Можно отвечать. Я, правда, дату не помню, но я помню, когда он это А я написал. специально ее не... У меня такая улыбка на лице была аж до ушей, потому что у меня как раз на фейке был ранг ниже 50-очки. Вот. То есть все, в принципе, соответствовало реальности. Не знаю, я же не мидер из топ-команд. Ну, на тот момент, может быть, и был. Мы Ну, никогда не знаю, узнаем, не когда знаю. Вот, сложный вопрос. Но, тем не менее, этот твит меня улыбнул. Я решил не отвечать, промолчать. это. Почему? Ну, зачем мне это надо? Ну, надо было батл, надо было сказать ему, Ярик, ты что себе позволяешь? Все нормально. Все в порядке? Меня слабо волнует, кто что пишет. Ну, тогда ты хорош. Что ж тебе сказать? Ведь держать себя в руках, когда получаешь какую-то особенно неверную информацию, это дорогого стоит. Следующий. Значит, пишет нам Бухая аналитика. Кроме 2 составов Вилат, в сети появилась информация о 3-м составе Украины на участие на турнире ВЭСК. Как раз вот он скоро у нас будет проходить. Ukraine Family. Семья на время. Состав: Артур Габлак-Костенко, Илья Ильюк, Глеб Фанник-Клепатников, Данил Дэнди Шутин и Владислав Кристаллайс Кристаник. Как прокомментируешь девиз «Семья на время»? Это интересно. Ну, Хочешь в семью на время? первый раз вижу такой состав. Может, Семью они на как бы без время. тебя все сделали, не оповестили тебя? Может, да, не успели меня оповестить. Нет, в принципе, я бы поиграл в ВЭСК. Единственное, что там, по-моему, одна команда летит, правильно, в Китай? И нужно реально, чтобы состав был такой, чтобы шансы были быть той Ну вот одной он, посмотри, командой. какие у вас. Ну, в принципе, шансы есть, да. С Артуром, который в доту заходил последний раз в Ну, 2002. это уже такое. Там есть как бы тоже игроки, которые не так много в доту играли в других коллективах, скажем Есть, так. есть И такие. Ukraine 1, и Ukraine 2 составах, правильно? Да. А Вот. ты бы, Катя, отпустила Даню в такой состав? В семью на время. От своей семьи бы его в другую отдала? Конечно. Ведь, Конечно. Ну, нет, в том плане, что он любит соревновательную Главное, чтобы доту. все получили удовольствие. Прости, перебиваю. И зритель, и мы. А мы бы получили удовольствие. Наверное. Я уверен, что получили бы. Потому что с такой семьей можно далеко пойти. Да, семья на время. Семья на время — девиз всех поколений. Клёвый. Следующий. Велосипед вроде освоил. Мне там предлагали челлендж на 5 кмр в Доте 2. Что там по времени реально за 9 месяцев? Вопрос. 5 кмр с нуля будет немного сложно, но за 9 месяцев точно справишься. Это я ответил. А потом даешь реалити-шоу 5 кмр с нуля с Дэнди. Ну что, ты готов к реалити-шоу? За сколько? За 9 За 9 месяцев? да. Вообще изи. С 0 до 5 кмр. Я думаю, абсолютно реально. Ты сейчас смотри, потому что люди... Вот новый компьютер себе Не, ну купишь, надо, чтобы начнешь человек стримить. в доту играл. Так это ты будешь делать. И чтобы я с нуля поднял? Ну ладно, хорошо, ты будешь Не, помогать кому-то. Я быстрее это подниму. Я думаю, я это вообще изи Опа. сделаю. Ребят, В смысле? Ну, 9 месяцев. Я за 2 месяца с 5-8 чем-то брал на фейке. Ой, это я, кстати, да, мы с тобой поспорили, я до сих пор не присел.
Возможно, сегодня и наступит тот самый день, когда... Да каких даже за 2, даже меньше, чем за 2. Да, у тебя был И месяц. это при том, что были турниры, турнирные игры, мы ездили и так далее. Было и такое. Ну что ж, а ты хорош. Так что, смотри, следующий наш реалити-шоу будет. Катя будет набивать с 0 до 5000 ММР, а ты за 9 месяцев должен ей помочь. Ты готова, Катя? Ты готова, Катя? Ой, ну это прям здорово. Нет, А у тебя сколько часов? Ребята, за 9 не справимся. Дайте пару лет. 3000. 3000? Ну так смотри, ей уже чуть осталось. Не-не. Придется с нуля начать. Тут даже... Ну, ладно. Она на Виверне будет летать. Правильно, по Я клифу. еще могу на Crystal Maiden. И вообще я люблю играть дальним боем, потому что я так боюсь подходить. Дальним прям. боем. Ну, издалека, когда точка летит. Правильно. Ну а что, издалека себе там в кустиках села и стреляешь, да? Ну да. Ну что ж, следующий. А вы хороши, ребята? Готовы? Реалити-шоу впереди. Это продолжение «А ты хорош?», но теперь нам различные люди, наши телезрители, вот, они пишут, записывают свои видео. Ну и вот сейчас некая Екатерина со Львова. А ну-ка. Расскажу вам типичную историю отношений Кати и Дани. Остров Мауи, океан, пляж, закатное солнце, люди отдыхают. И так раздается дикий визг. Лежит на берегу наша Катя, лежит на животе, ее лупят волны со всей силы. Катя орет, на нее все обратили внимание. Рядом оказывается наш Алик, он предлагает ей помощь, но Катя почему-то отказывается. Оказывается, волны сбили верхнюю часть Катиного купальника. И Катя ждет помощи от своего парня. В этот момент, что вы думаете, делает ее парень? Даня стоит на берегу в 10 метрах, показывает на Катю пальцем, истерически смеется. Он видит, что Катя, в принципе, еще функционирует, и жива, и все нормально. Выжидает паузу. Когда видит, что уже все как бы капец, ситуация критично подходит, помогает ей встать. Занавес. Как вы думаете, что было дальше в их отношениях? Все ли было хорошо? Что было дальше в ваших отношениях? Все ли было хорошо? Долго ли ты его била? Да зачем вы верите моей сестре? Она обманывает. Чистая это- правда. Но ржака была вообще огонь. Ее тянет за ногу серф, который привязан к ноге. Да. Он тянет ее назад, а потом волна выбивает ее вперед. Она без лифчика. Наглоталась Назад, воды, без вперед, лифчика, назад. и весь пляж Так а смотрит. встать, одной ручкой прикрыться, Как? побежать? Там там, невозможно, там такие Ее волны, серф её назад, она не может втягивает. встать. Я не Она могу. падает, и он ее назад. Я не могу. ты стоишь и мне надо- смотришь. Я стою и тупо заливаюсь смехом. Вот она семейная идиллия, дорогие друзья, как она выглядит. Но ты, Не, ну Катя, не вроде- в обиде на него? Нет. Ну ты же Я разозлилась просто. водичка не поперхнулась. Все было нормально. Да. Значит, все нормально. Ну, я разозлилась. Ну все прошло, Да. все позабылось. Зато Да. какой экспириенс. Но Будет это детям теперь рассказать. весело вспоминать. Ну что ж, тут можно сказать, что и ты хорош, что так отреагировал потрясающе. И ты, Катя, тоже хороша. Я, допустим, никогда в жизни лифчик не терял в воде. Ну, счастливый ты человек. Да, а это навыки. Следующий телезритель. Командой ДТС тогда мы были на ЕСВЦ, и нам нужно было куда-то поехать. Тогда мы вызвали такси. Приехал таксист, очень веселый, жизнерадостный француз. И тогда Даня сел на переднее сиденье и начал шутить. Начал шутить так, что у нас создалось впечатление, что вечером таксист, скорее всего, наложит на себя руки. Даня, объяснись. Итак, Даня, что же там за шутки были-то такие? Я не помню уже, если честно. Вроде нормально шутил, Нормально? как обычно. Наливал свою жизнерадостные истории. Вот. Он просто круги начал, по-моему, наматывать вокруг отеля. он мстил Рядом. наверняка. Там какая-то статуя стояла, и он вокруг нее раз, круг, два, круг. Я уже ему как бы говорю, ну давай третий, братан, там, или еще что-то такое. А он даже не улыбнулся. Видимо, ему не смешно было. Но он на тебе деньги Может, он не понимал зарабатывал. по-английски просто. А ты ему на русском, да, говорил? А он еще и по-английскому не понимает. Вот. Ну, если честно, плохо уже помню, давно было. Но я вроде нормально, я шучу вообще жестко. Да, как шутник он точно хорош. Вот, Катя, часто он тебя заряжает каким-то Да, каждый эмоциональным день, юмором? каждый день. Каждый день? Да. Вот так, например, стоит, смеется над тем, как ты лежишь без лифчика на пляже в другой стране нашего земного шара. Ну что ж, выяснили мы, что ребята у нас, оказывается, очень даже хороши. А у нас, как вы знаете, и научное шоу тоже, поэтому сейчас мы проверим, действительно ли они пара или притворяются. У нас тут пришли, специально выдумывают. Так что, Катя, Даня,
буду вам задавать вопросы о том, что кто-то из вас любит, либо наоборот не любит. И вы должны будете вместе написать это и потом одновременно показать. Посмотрим, насколько получается у вас хорошо. Начнем? Да. Начнем, Даня, с тебя. Давай. Начнем с самого легкого вопроса. Вот, это так, чтобы ввести вас в курс игры. Какое у Кати любимое животное? Вот, Я вы пишу? должны. Вы, да, оба пишете свое любимое. Ну, ты пишешь свое, Даня пишет твое любимое животное. Ну, желательно побольше этот самый, чтобы видно было всем. Подожди, у него сложно с этим, видишь? Готово. Готовы? Ну что, на счет 3 поворачивайте в камеру. Да. 1, 2, 3. Лошади. Лошадь. Ну, говорил, это будет легко. Итак, поздравляем. Первое совпадение у нас есть. Нарисовал. Красиво, я не сомневалась. Лошадка прям идеальная. Вот. Спасибо. Да, можете писать чуть побольше. Там. Побольше, Место всё. у вас есть, Понял. я вас в этом не стесняю. Катя, Ага. какой у Дани любимый герой в компьютерной игре Dota 2? Ой. Можете писать. Хоть не мой любимый, но напишу, потому что... Катя, видишь, вообще без каких-то сомнений, сразу же моментально отвечает, знает, видимо. Хорошо, подожди, пока не переворачивай. Пусть он Ты рисуешь? доделает свое дело. Он опять рисует Виверну с яйцами, видимо. Ты кто? Готово. 1, 2, 3. Пудж. То есть это не твой любимый герой. Ну, любимый, да. А почему знак вопросика? Ну, Ты сомневаешься? Пудж? Я Пудж? знаю, что Она у тоже Дани, понимает. ну, он любит Зевса, например, в Ну, последнее время. не мой любимый герой здесь, конечно. Темпларку. Сложно выбрать Сейфа. любимого. У меня вот есть парочка. Я не могу выделить одного. Вот. Но так как надо было написать одного, я знал, что она напишет легкие Подыграла. То есть, баллы. видите, это уже настолько прям ментальная связь у них высока, что пишут даже не то, что является правдой. Видимо, договаривались заранее. Хорошо. Будет Катя, что-то вопрос посложнее, посложнее. Снова тебе. Сейчас дальше будет поинтереснее. Давай, Катя, вопрос тебе. Какой у Дани любимый цвет? О, Тут я так и понимаю, что я знаю его палитру, что будет не самое легкое. Можешь начинать писать. Учитывая то, что у него розовый маркер в руках, кто знает, как будет. Ой, слушай, реально хорошая идея. Предполагалось, что Катя будет как девочка рисовать розовым, но они по своим семейным каким-то соображениям решили поступить именно так. Я готов. Наточил свой топор. Катя, да. на счет 3. 1, 2, 3. Яркие цвета, красный, желтый. Один надо было выбрать, Я не могу. а у него розовый, оказывается, розовый и На сердечко. самом деле у меня нет любимого цвета, поэтому Но тут можно было догадаться. Видишь, Катя? я решил И подыграть. сердцем, а надо было головой, логикой надо было подумать. Ну ничего, первый промах у нас есть, ребят. Это, в принципе, моя задача сделать так, чтобы они не угадали. Так что хорошо. Итак, Даня, вопрос тебе. Чего Катя боится больше всего? Ой, сейчас. всего на свете. Сейчас напишу. Ты знаешь, да? Она когда то там такое. Твоего розового пуджа на лошади. Я готов. А Катя рисует уже, там у нее какие-то Я там тоже. шипы отовсюду. Ну, на счет 3. 1, 2, 3. Так, это паучок? Да. И тут паук. Действительно боишься пауков? Ты бы видел. А он меня разводит. Не, на самом деле, вот если без шуток, Катя, вот он сидит. Не надо, сейчас это не смешно. Вот так он всегда А сейчас, делает. по-моему, очень даже и смешно. Блин, да надо было заранее с тобой пообщаться по поводу Это принести просто паука. жесть. Что с ней происходит, когда она видит паука? Ой, это все время Она разводит. взлетает вверх. Думаю, Я как, ненавижу. знаешь, в мультике Том и Джерри, где это тетя, которая мышку видела, Да, и да. она на стул сразу. То же самое, один в один. Вот Убегает видит на стул, паука, прям борода. взлетаешь. Она взлетает, начинает верещать. Даня еще врет. Посмотри, кто это там сидит. Я когда взлечу, он такой, как смешно. Ну правильно, заставляйте тебя бороться со своими страхами. Да. Хорошо, тут вы тоже догадались. Так, 3-1 пока, я проигрываю. Мы если ремонт будем в комнате делать, хочу все в паутину. Отличное решение. Как мы видим, типичная семья. Все полюбовно происходит. Все друг другу уступают, консенсусы постоянно находятся. Хорошо. Даня, вопрос тебе. Тут он уже более эротического характера. Ты готова? Да. Хорошо. А ты? Я готов. Сколько лет было Кате во время первого поцелуя?
Ты тоже можешь... Катька, сейчас, сколько тебе сейчас? Нет, смотри, первый поцелуй твой в жизни когда был? А, вот так вообще? Да. Не во время вашего, но ваш, я, наверное, думаю, вы помните. Слушай, я не знаю. Слишком бурное время было. Я правда не знаю. Ох уж эти современные девушки. Напишу наугад. Я тоже. Все честно, наугад так наугад. Ну, в бутылочку играла. Я Ой, ты уверен. сейчас там на... Давайте, раз, Может- 2, 3. 15. Видишь, ты о ней более плохого мнения. 13 лет. В бутылочку играла, что ты? Не отгадали, 3-2. Может, с подружкой. Я набираю оборот. Хорошо, Катя, снова вопрос тебе. Без чего Даня не может жить? Ну, давай только попробуй. А давай вот... Это очень такой, знаешь... Ладно. Хорошо. Ну, есть вполне такой логический ответ, да, вроде как, но он, я думаю, что-нибудь другой. Давайте, записывайте. Сейчас может семья развалиться прямо в прямом эфире, понимаете? Я Готовы? Раз, два, три. Дота, чай, я. Без Кати. То есть ты на третьем месте для него думал. Не, я просто так написала, чтобы красиво было. Она, понял, сразу 3 попытки, чтобы, если что, не прогадать. Хитрая. Катя, Да. вопрос снова к тебе. Какой самый плохой поступок Даня совершал в жизни? Самый плохой. Прям вот он отвратительный. Не было ничего. На самом деле, Я Даня пытаюсь вспомнить. прямо ангелочек. Я у кого не спрашиваю, это Андрей, телезритель Андрей, прислал нам это видео, а все остальные люди говорят, ничего вспомнить не можем, ангелочек он. Понимаете, насколько хороший человек? Катя, это тебе прежде всего надо понимать. Ай, так, что делать? Так, историю с пляжем нельзя вписывать. Хорошо. Другое что-то придумай. Другое у меня есть тут. Давай, может быть, и он вспомнит. Уже 3-3, между прочим. Из последнего. А, нет, паук 4-2. Напряглись. Видите, как постепенно мы в серьезные вопросы входим. Только одно напиши, Катя, не 7 поступков, которые... Я один поступок напишу. Хорошо. Я готов. На счет 3. Раз, два, три. Показываем. Но мне очень жаль. Я не хотел. Ругаюсь в доте на деток. Свалка на моем столе. Уверен, что даже если бы его первые 10 тысяч поступков попросили написать, не было бы среди них свалки на твоем столе. Ну, вот видите, как... Рассказать, как свалка на ее столе сейчас? Давай. Давай, Даня, А рассказывай. ладно, пропустим этот Подожди, вопрос. сказал А, так говори и Б. Короче, ложусь спать. Мне, чтобы пойти спать, нужно залезть на 2-й этаж. Знаю об этом. Я как бы вещи снимаю, куда мне их положить? На стул. Я их ложу на стул. Не на свой. Не на свой, ну иначе бы на лестницу уложил. На лестницу может кто-то А поскользнуться, на потом свой спускаться. Я их вешаю на стул, не на свой. Вешаю. А она потом берет их Вешаю? с моего стула и на стол мне. Типа, мол, на. Нет, все не так. Ну ладно. Старый Расскажи модем, твою. берет старый модем. Ой, он мне не нужен, а у нас столы Я вот так не стоят. говорил, что он мне не нужен. Ну Я говорю, ладно, что он он мне лежит нужен. Вот так. Иначе на бы я столе. его туда не ложил. Все, что не нужно, он ко мне Всё, на что стол. нужно. Конфету съест, фантик на мой стол бросит. Фантик важный. Память. Но видишь, он тебе доверяет все самое ценное, что у него есть. Оставляет тебя. А ты уже потом... Не, реально, фантики я вожу в мусорку. Ну хорошо, семейные эти драмы мы отложим. А пока последний вопрос. Даня, сейчас тебе нужно собраться. Вот я не знаю, обсуждали вы это или нет, но вопрос важный. Потому что сейчас ничья у нас, и это final round. Давай. Давай. Как Катя бы хотела назвать своего ребенка? Вот самое Ой, да я любимое не помню. имя. Ну там мужское, женское, неважно. Вписывайте. А ты не подсматривай, не смотри на него. Давай вон в листочек. Я пишу тоже, да? Ты, само собой. Да я не Правила не помню. поменялись Я за не всю, знаю. Я за всю знаю, историю как этого Даня конкурса. хочет назвать. Как Даня хочет назвать? Даня Даня сам никак не не знает. хочет назвать. Ты говори. Так, Пучин, тихо, Вокер. тихо. Ты свой вариант, Хорошо. он тоже твой вариант. Уже хотят поменять все правила. Пришли сюда свои диктовать условия. Ноль идей? Скажу. Давай. У, Холодно переписывай. Нет, Даня, мило. Ну, откуда же я могу знать?
Да я сама не знаю, только что придумала. Видимо, тема довольно важная для вас. Вы Весьма, обсуждали уже. весьма. Я готов. Готовы? На счет 3. Раз, два, три. Ева и Кирилл. А тут Валентин. Вот В принципе, Валера, Василий, вот это вот Данины варианты. так это Мне не Валентин. нравится, между прочим. Валентин, между прочим, Что потрясающее ты имя. нарисовал? Вот так. Что захотел, то и нарисовал. Это пробитый зуб, который у тебя будет вечером после Валентина. Так, держи. Юху! Вот такую вот футболочку вы имеете возможность выиграть, если подпишетесь на канал, поставите лайк, оставите комментарий с росписью от меня, Данилы, потрясающей Екатерины. Ну, при желании вы можете все это стереть и носить ее просто как футболочку с бананом. Оп. Тримай. Дякую. Научил. Ну и ты все там четко. И покажи ее кадр. С бананами. Какой кадр? Все правильно, четко. Да открой. Суе. Да, не надо. Суе. Ой, я не ожидал. С вами было Хвастовство. До новых встреч.